Никогда не говорите это вслух. Древний еврейский секрет. Как не потерять деньги, удачу и семью шалом, дорогие мои. Присаживайтесь поближе. Сегодня у нас будет непростой разговор. Это будет разговор по душам, как у отца с сыном, как у деда с внуком. Я расскажу вам то, о чем не пишут в умных книжках по бизнесу и не рассказывают на дорогих тренингах. Я расскажу вам то, что мой старый Ребе Мендель прошептал мне на ухо, когда я был на самом дне, когда в кармане свистел ветер, а в сердце поселилось отчаяние. Это секрет, который старше, чем горы Иерусалима. Секрет о словах. Да, да, не удивляйтесь. О простых словах, которые вы произносите каждый день, не задумываясь. Словах, которые, как тихие воры, крадут ваши деньги, вашу удачу и, что самое страшное, разрушают вашу семью изнутри. Сегодня я открою вам древнюю еврейскую мудрость. Читео никогда. Слышите меня? Никогда нельзя говорить вслух, если вы хотите сохранить то, что вам дорого. Досмотрите это видео до конца, и я обещаю вам, ваша жизнь больше не будет прежней. Вы посмотрите на свой язык, как на самый мощный инструмент, способный как построить дворец, так и сжечь дотла все, что вы имеете. А удача? Вы смотрите на соседа, у него и машина новая, и дети в хороший институт поступили, и в отпуск он ездит 2 раза в год. И вы думаете, ну почему? Почему ему все, а мне ничего? Чем я хуже? Вы покупаете лотерейный билет, он пустой. Вы стоите в очереди, она самая медленная. Вы выходите из дома без зонта, и тут же начинается ливень. Кажется, будто сама судьба над вами насмехается. А семья? Святое, самое дорогое, что у нас есть. Но и тут что-то не так. Жена пилит, дети не слушаются. Дома напряжение такое, что топор можно вешать. Вы приходите с работы уставший, хотите тепла и покоя, а получаете упреки и новые проблемы. И любовь, которая когда-то горела ярким пламенем, превратилась в едва тлеющие угольки. Если хоть что-то из этого вам знакомо, знайте, вы не одни. И дело не в том, что вы плохой человек, или что на вас порча, или что вы родились под несчастливой звездой. Нет, нет и нет. Правда, как это часто бывает у нас, у евреев, до смешного проста. И одновременно так глубока, что большинство людей проживают всю жизнь, так и не поняв ее. Причина ваших бед, мои дорогие, может скрываться в 3 коротких фразах, 3 ядовитых фразах, которые вы, скорее всего, произносите каждый день. Вы говорите их друзьям за чашкой чая, вы бормочете их себе под нос, вы кричите их в сердцах. И каждый раз, когда эти слова срываются с ваших губ, вы собственными руками отдаете приказ Всевышнему. «Забери у меня деньги, отверни от меня удачу, разрушь мой дом». Звучит страшно? Может быть. Но я здесь не для того, чтобы вас пугать. Я здесь, чтобы дать вам ключ. Ключ, который однажды спас меня. И сегодня я поделюсь им с вами. Совершенно бесплатно. Потому что мудрость, как и свет, должна принадлежать всем. Так что налейте себе чаю, устройтесь поудобнее и слушайте внимательно. Каждое слово. Потому что сегодня мы будем учиться молчать. Молчать правильно. Чтобы ваша жизнь, наконец, заговорила языком изобилия, удачи и счастья. Вы думаете, старый Исаак всегда был таким мудрым и сидел в удобном кресле, рассуждая о высоких материях? Ой, как вы ошибаетесь. Дети мои, я познал бедность не из книг. Я чувствовал ее запах. Запах сырости в нашей маленькой комнатке на окраине Одессы. Запах прелой капусты, которую мама варила на ужин 3 дня подряд. Запах дешевого табака от отца, который возвращался с порта уставший и злой, принеся домой сущие гроши. Я помню свои ботинки. Вернее, то, что от них осталось. Мой большой палец всегда выглядывал из дырки на носке, как любопытный суслик из норы. Зимой было хуже всего. Снег набивался внутрь, и ноги коченели так, что я их не чувствовал.
Я помню это унизительное чувство, когда другие мальчишки во дворе хвастались новыми игрушками, а я молча стоял в стороне, потому что у меня не было ничего. Совсем ничего, кроме дырявых карманов. Я вырос с одной мыслью в голове. Я должен вырваться. Я должен заработать много денег, чтобы моя семья никогда больше не знала нужды. И я пробовал. О, как я пробовал. Я брался за любую работу. Таскал мешки в порту, чистил обувь на Дерибасовской, пытался перепродавать какой-то дефицитный товар. Я не спал ночами. Я рисковал. Я влезал в долги. И знаете что? Ничего не получалось. Как только у меня появлялась какая-то копейка, тут же случалось что-то непредвиденное. То мама заболеет, и все деньги уходят на лекарства. То меня обманет партнер, и я останусь не только без прибыли, но и с огромным долгом. То товар, на который я поставил все, окажется никому не нужным. Я помню один случай, особенно хорошо. Мне было лет 25. Я занял денег у всех, у кого только мог, и вложился в партию красивых женских платков из Турции. Мне казалось, это золотая жила. Платки были яркие, качественные, недорогие. Я уже представлял, как быстро их распродам на рынке и, наконец, куплю маме теплое пальто, а отцу — новые сапоги. Я разложил свой товар на прилавке. Стою, жду. Мимо ходят люди. Смотрят, щупают и идут дальше. Час проходит, второй. Ни одной продажи. Рядом стоит тетя Роза, торгует семечками. У нее очередь. А у меня никого. Ко мне подходит знакомый, спрашивает: «Ну как, Изя, дела?» А я, злой, уставший, отвечаю ему громко, на весь рынок: «Да какие дела? Денег нет. Никто ничего не покупает. Проклятый товар. Проклятый день. Мне никогда не везет». В этот момент ко мне подошла прилично одетая женщина. Она долго выбирала платок, прикладывала к лицу, улыбалась. Я уже обрадовался. Вот он, первый покупатель. Она выбрала самый дорогой, шелковый. Протягивает мне руку за платком и вдруг останавливается. Она посмотрела на меня, на мое кислое, злое лицо, услышала, как я жалуюсь, и убрала руку. «Знаете, — говорит, — что-то мне перехотелось». И ушла. В тот вечер я вернулся домой, раздавленный. Я сел на кухне, выложил на стол эти никому не нужные платки и заплакал. От бессилия, от обиды, от несправедливости. Моя жена Сара подошла, обняла меня, а я ее оттолкнул. «Что ты меня жалеешь?» — кричал я. «Видишь, какой у тебя муж-неудачник? Ни на что не годен. И семья у нас такая же. Одни проблемы. И никакой радости». Я наговорил ей много горьких, несправедливых слов. Слов, которые ранили ее в самое сердце. Я лежал на кровати и смотрел в потолок. В голове была одна мысль. За что мне все это? Я был уверен, что я проклят. Что на моем роду лежит печать бедности и неудач. Я был на самом дне. И именно там, на этом самом дне, когда казалось, что выхода нет, я вспомнил про старого Рэба Менделя. Рэба Мендель был не просто раввином, он был столяром. У него была маленькая мастерская, которая пахла свежей стружкой, лаком и какой-то вековой мудростью. Говорили, что он может починить не только сломанный стул, но и сломанную жизнь. Терять мне было нечего. На следующий день, с поникшей головой, я пошел к нему. Я зашел в его мастерскую. Рэбе Мендель, маленький сухонький старичок с седой бородой и глазами, которые, казалось, видели тебя насквозь, строгал какую-то доску. Он не обернулся, но сказал: «Шалом, Исаак, я тебя ждал». Я был поражен. Откуда он знал, что я приду? Я подошел ближе и, не дожидаясь вопросов, начал вываливать на него всю свою боль. Я жаловался на жизнь, на бедность, на невезение, на глупых покупателей, на жену, на правительство, на Бога. Я говорил долго, сбивчиво, захлебываясь слезами и злостью. Я рассказал ему и про платки, и про долги, и про свои дырявые ботинки в детстве. Рыба Мендель молча слушал. Он отложил рубанок,
взял в руки маленькую деревянную шкатулку, которую только что закончил, и стал гладить ее гладкую, отполированную поверхность. Когда я, наконец, выдохся и замолчал, в мастерской повисла тишина. Слышно было только, как за окном чирикают воробьи. Я ждал, что он начнет меня утешать, что он даст мне мудрый совет из Талмуда, или, может быть, одолжит немного денег. Но он сделал нечто совершенно иное. Он посмотрел на меня своими пронзительными глазами и тихо, но очень внятно спросил: «Исаак, скажи мне, ты любишь свою жену Сару?» Я опешил. «Что? Конечно, люблю. Причем здесь это? А маму свою ты любишь?» «Ребя, что за вопросы? Больше жизни люблю». «Хорошо», — кивнул он. «А теперь представь, ты приходишь в гости к своей маме, садишься за стол, а она ставит перед тобой тарелку борща и говорит: «Ешь, сынок». Это, конечно, не еда, а пойло. Картошка разварилась, мясо жесткое, свекла гнилая, но другого нет. Так что жри, что дают. Ты будешь есть такой борщ с аппетитом?» Я помотал головой. «Нет, конечно, мне было бы неприятно». «Вот», — Рэбе Мендель поднял палец. «А теперь представь другое. Ты приходишь к своей Саре вечером, хочешь ее обнять, а она тебе говорит: «Ой, ну что ты лезешь? Посмотри на себя в зеркало. И на меня посмотри. Живем в нищете, радости никакой. Муж у меня неудачник, и семья у нас такая же. Какая уж тут любовь? Тебе захочется обнимать ее после таких слов?» Я почувствовал, как краска стыда заливает мое лицо. Ведь это были почти точные мои слова, которые я кричал ей вчера. «Нет, Ребе, не захочется». Старик кивнул и продолжил. Его голос стал еще тише, почти заговорщическим. «Так почему же, мой мальчик, ты думаешь, что если ты говоришь то же самое про свои деньги, они захотят к тебе прийти? Почему ты думаешь, что если ты так говоришь про свою удачу, она захочет тебя обнять? И почему ты удивляешься, что твой дом разваливается, если ты сам называешь его несчастным?» Он помолчал, давая мне осознать услышанное. «Ты, Исаак, похож на садовника, который каждый день приходит в свой сад, поливает цветы грязной водой и кричит им: «Вы — уродливые сорняки, вы никогда не расцветете, вы все равно засохнете». А потом удивляется, почему у него вместо роз растут одни колючки. Я сидел, как громом пораженный. Это было так просто, так очевидно и так больно. Я всю жизнь делал именно это. Я проклинал свои деньги, свою удачу, свой дом. Каждый день. «Твой язык, Исаак», — продолжал Ребе, — «это поводок, на котором ты ведешь свою жизнь. Куда язык повернет, туда и жизнь пойдет. Каждое твое слово — это семя. Ты можешь посадить семя яблони, а можешь — семя полыни. И то, и другое взойдет. Всевышний очень щедр. Он дает тебе именно то, о чем ты его просишь. Проблема в том, что ты не понимаешь, о чем ты его просишь на самом деле». Он встал, подошел ко мне и положил свою сухую, теплую руку мне на плечо. «Я не дам тебе денег, Исаак. Я дам тебе нечто гораздо более ценное. Я дам тебе секрет. Секрет трех «не». 3 фразы, которые ты должен выжечь из своего лексикона. Забудь их, как страшный сон. Поклянись мне, что ты никогда больше не произнесешь их вслух. И тогда, я тебе обещаю, твой сад начнет цвести». И он назвал мне эти 3 фразы. 3 ядовитых заклинания, которые держали меня в плену бедности и отчаяния. Итак, мои дорогие, вы готовы? Вы готовы услышать то, что изменило мою жизнь, и, я уверен, изменит и вашу? Слушайте внимательно. Старый Ребе Мендель взял с меня клятву, и теперь я передаю этот завет вам. Вот эти 3 фразы. 3 вора, 3 убийцы вашего благополучия. Первая фраза. Денег нет. Или любые ее вариации. Я не могу себе это позволить. Это слишком дорого. Вечно не хватает.
Ох, как часто мы это говорим. Мы говорим это почти автоматически. Ребенок просит новую игрушку. Денег нет. Жена предлагает пойти в ресторан. Это слишком дорого. Мы видим красивую вещь в витрине и вздыхаем. Мне на это никогда не заработать. Что происходит в этот момент? Спросил меня Ребе. Ты думаешь, это просто констатация факта? Нет, мой мальчик. Это молитва. Это самое настоящее заклинание бедности. Во-первых, ты программируешь свой собственный мозг. Когда ты говоришь «я не могу себе это позволить», твой мозг расслабляется и говорит «О, отлично, задача снята, думать не надо». Он перестает искать возможности. Он принимает бедность как данность. А что, если вместо этого задать себе другой вопрос? Как я могу себе это позволить? Чувствуете разницу? Первый вариант — это стена. Второй — это дверь. Во втором случае твой мозг начинает работать. Он начинает генерировать идеи. Может найти подработку. Может что-то продать. Может научиться новому навыку. Вопрос «как?» открывает дорогу к богатству. Фраза «не могу» ее заколачивает. Во-вторых, ты посылаешь сигнал окружающему миру. Представь, что ты бизнесмен и ищешь партнера для выгодного дела. К тебе приходят два человека. Один говорит: «У меня сейчас трудности, денег нет, но я очень хочу работать». А второй говорит: «У меня есть несколько интересных идей, как мы можем заработать. Я ищу инвестиции и готов вложить свое время и энергию». С кем ты будешь иметь дело? Ответ очевиден. Люди бегут от тех, кто постоянно жалуется на отсутствие денег, потому что эта энергия заразительна. Деньги — это энергия. Она течет туда, где ее ждут, где ей рады, где о ней говорят с уважением, а не с проклятиями. Когда ты говоришь «денег нет», ты как будто кричишь на весь мир: «Эй, деньги, не подходите ко мне. Я вам не рад. У меня вас все равно не будет». И они, как послушные дети, обходят тебя стороной. Ребе Мендель рассказал мне притчу. Жили в одном местечке два сапожника — Мойша и Хаим. Оба были хорошими мастерами. Но Мойша едва сводил концы с концами, а у Хаима дела шли в гору. Однажды Мойша пришел к Хаиму и спросил: «Хаим, как так? Мы работаем одинаково, а ты богатеешь, а я беднею». Хаим улыбнулся и сказал: «Потому что, когда к тебе приходит клиент и спрашивает, сколько стоит починить сапоги, ты вздыхаешь и говоришь: «Ой, ну что с вас взять? Денег-то ни у кого нет. Ну давайте 5 шекелей». А когда ко мне приходит клиент, я смотрю на его сапоги и говорю: «О, эти сапоги еще послужат вашим внукам. Я сделаю их как новые, и это будет стоить 10 шекелей, потому что хорошая работа стоит хороших денег». Мойша, ты продаешь бедность, а я продаю качество и уверенность. Вот и вся разница. С того дня я запретил себе произносить фразу «денег нет». Даже если в кошельке была последняя мятая купюра, я научился говорить по-другому. На данный момент мои средства распределены на другие цели. Я подумаю, как включить это в свой бюджет. Это интересное предложение. Мне нужно найти на него ресурсы. Мой язык изменился. И, о чудо, за ним начал меняться и мой кошелек. Вторая фраза. «Мне не везет». Или «Вечно я влипаю в истории. Удача от меня отвернулась. Почему мне так не везет?» Это второе ядовитое семя, которое мы с такой радостью сажаем в саду своей жизни. Жалобы на невезение. Что такое удача, дети мои? Вы думаете, это какая-то волшебная птица, которая случайно садится кому-то на плечо? Нет. Мудрые люди говорят, удача — это когда подготовка встречается с возможностью. Когда вы постоянно твердите «мне не везет», вы делаете две страшные вещи. Во-первых, вы снимаете с себя всякую ответственность. Очень удобно свалить все на мифическое невезение.
Это не я принял неправильное решение. Это мне не повезло. Это не я поленился и не подготовился. Это просто день такой, неудачный. Это позиция жертвы, самый надежный якорь, который будет держать вас на дне бедности и отчаяния всю жизнь. Успешные люди никогда не говорят о невезении. Они говорят об опыте. Ошибся. Не мне не повезло, а я получил ценный урок. В следующий раз буду умнее. Во-вторых, вы программируете себя на то, чтобы не замечать возможности. Наш мозг устроен так, что он видит то, на чем сфокусирован. Если вы ищете подтверждение своего невезения, вы их найдете повсюду. Пролитый кофе, опоздавший автобус, грубый продавец. Все это будет складываться в картину мира, который против меня. Но в этот же самый момент мимо вас проходят десятки возможностей. Новый знакомый, который мог бы стать вашим бизнес-партнером. Объявление о курсах, которые могли бы дать вам новую профессию. Случайно подслушанная идея, которая могла бы стоить миллион. Но вы их не видите. Ваши глаза зашорены. Ваш фокус на негативе. Старый Рэбе рассказал мне еще одну историю. Шел по дороге странник и увидел двух рабочих, которые тесали камни под палящим солнцем. Он подошел к первому и спросил: «Что ты делаешь?» Тот, не отрываясь от работы, злобно пробурчал: «Не видишь, что ли? Камни проклятые тешу. С утра до ночи. Вечно мне не везет с работой». Странник подошел ко второму рабочему, который трудился с улыбкой, и задал тот же вопрос. Рабочий поднял голову, вытер пот со лба, и его лицо озарилось светом. Он сказал: «Я строю храм». Оба делали одно и то же, но один видел проклятие и невезение, а другой — великую цель и удачу быть частью чего-то большего. Как вы думаете, кто из них был счастливее? И кто в итоге стал главным мастером на этой стройке? Перестаньте говорить о невезении. Говорите о возможностях. Вместо «почему это случилось со мной?» спросите «для чего это случилось со мной? Какой урок я могу извлечь?» И вы увидите, как мир начнет поворачиваться к вам совершенно другой стороной. И, наконец, третья, самая страшная фраза. «Моя семья, жена, муж, дети меня доконали». Или «вечно ты». Ты никогда. Из-за тебя у меня вся жизнь наперекосяк. Это не просто яд, мои дорогие. Это радиоактивные отходы, которые вы выливаете в самый центр вашего дома. Деньги можно заработать, удачу можно привлечь, но разрушенную семью склеить почти невозможно. Наш дом, наша семья — это наша крепость. Это место, где мы должны снимать доспехи и лечить раны, полученные в битвах с внешним миром. Но что делаем мы? Мы приходим в эту крепость и начинаем стрелять из главного калибра по своим же. Каждое слово упрека, каждая жалоба на своего супруга или ребенка, сказанная вслух, это трещина в фундаменте вашего дома. Сначала маленькая, незаметная, потом еще одна и еще. И в один прекрасный день вы с ужасом обнаруживаете, что от вашей крепости остались одни руины. Почему это так опасно? Во-первых, слова формируют реальность. Когда вы говорите жене «ты вечно пилишь», ее мозг получает команду «ага, моя роль — пилить». И она будет пилить еще больше, чтобы соответствовать тому образу, который вы ей создали. Когда вы говорите сыну «ты лентяй и двоечник», вы вешаете на него ярлык, который он будет нести всю жизнь, подсознательно доказывая вам вашу правоту. Но скажите жене «спасибо, дорогая, я знаю, ты беспокоишься обо мне». Скажите сыну «я верю в тебя, я знаю, ты можешь лучше». И вы увидите, как люди начнут меняться на ваших глазах. Они будут стремиться соответствовать тому светлому образу, который вы им рисуете. Во-вторых, жалуясь на свою семью другим людям, друзьям, коллегам, родителям, вы совершаете предательство. Вы выносите ссор из избы.
Вы унижаете самого близкого вам человека за его спиной. Вы ищете сочувствия, а на самом деле разрушаете уважение и доверие. Два столпа, на которых держится любой счастливый брак. Ссор из избы выносить нельзя не потому, что это стыдно, а потому, что этот ссор, вынесенный на ветер чужих мнений, превращается в бурю, которая потом снесет крышу с вашего же дома. Все проблемы должны решаться внутри семьи, с любовью и уважением. Ребе Мендель сказал мне тогда самую важную вещь. «Исаак, запомни, хвали свою жену при всех, а ругай наедине, и то шепотом. Твоя семья — это твой сад. Что ты в нем будешь говорить, то и вырастет. Говори слова любви, благодарности и поддержки, и у тебя будет райский сад, полный плодов. Говори слова упрека, недовольства и жалоб, и он зарастет чертополохом и крапивой». В тот вечер я пришел домой другим человеком. Я принес Саре не деньги, не платки. Я принес ей то, чего давно не давал. Доброе слово. Я обнял ее и сказал: «Прости меня. Ты самая лучшая жена на свете. И я тебя очень люблю. Спасибо тебе за твое терпение». Я видел слезы в ее глазах. И это были не слезы обиды. Это были слезы счастья. С того дня наш дом начал меняться. Он стал наполняться не напряжением, а теплом. Вот они, 3 секрета, дети мои. 3 «не». Не говорите, что у вас нет денег. Не говорите, что вам не везет. Не говорите плохо о своей семье. Это просто? Да. Это легко? Нет. Это привычка, которая въелась в нас с молоком матери. Понадобится дисциплина. Понадобится осознанность. Вам придется буквально ловить себя за язык. Но я вам клянусь, если вы выдержите хотя бы месяц, вы не узнаете свою жизнь. Итак, мои дорогие, о чем мы сегодня говорили? Мы говорили о силе слова, о том, что ваш язык — это не просто орган для еды и болтовни. Это волшебная палочка, данная вам самим Творцом. И только вам решать, что вы будете ею творить. Чудеса или проклятия. Давайте подведем итог. Вот 3 столпа вашей новой, счастливой жизни. 3 заповеди, которые вы должны повесить на самое видное место в своей голове. Первая заповедь: «О деньгах говори либо хорошо, либо ничего». Перестаньте жаловаться на их отсутствие. Начните благодарить за то, что у вас есть, даже если это последняя копейка. Копейка к копейке будет рубль. Благодарность к благодарности будет капитал. Вместо того, чтобы говорить «я не могу себе это позволить», спрашивайте себя «как я могу себе это позволить?». Превратите свой мозг из ленивого нытика в генератор идей, и деньги придут. Они всегда приходят туда, где их ждут и уважают. Вторая заповедь. Т. Хозяин своей судьбы, а не жертва обстоятельств. Забудьте слово «невезение». Вычеркните его. Сожгите. В вашей жизни есть только опыт, уроки и возможности. Каждая неудача — это не проклятие, а тренажер, который делает вас сильнее и мудрее. Перестаньте искать виноватых. Возьмите ответственность на себя. И как только вы это сделаете, вы почувствуете невероятную силу. Силу автора, а не персонажа. И ваша удача, которая все это время пряталась за углом, выйдет и скажет: «Ну, наконец-то! Я так долго тебя ждала». Третья заповедь. Твой дом, твоя святыня. Не оскверняй его плохим словом. Ваша семья — это ваше самое большое богатство. Берегите его, поливайте его словами любви, поддержки, благодарности и прощения. Никогда, слышите, никогда не говорите плохо о своих близких. Ни им в лицо, ни за их спиной. Помните, что посеешь, то и пожнешь. Сея упреки, вы пожнете скандалы. Сея любовь, вы пожнете счастье, которое не купишь ни за какие деньги. Я знаю, что сейчас у многих из вас в голове крутится мысль: «Ну, это все красиво звучит, старый Исаак. Но моя ситуация особенная. Ты не знаешь моих проблем». Знаю, дети мои. Может, не в деталях,
Но я знаю, что такое боль, отчаяние и безнадежность. Я был там. Я стоял на этом самом краю. И я также знаю, что единственный человек, который может вытащить вас оттуда, это вы сами. Не я, не президент, не ваш начальник. Только вы. Никто не придет и не сделает вашу жизнь лучше. Мир ничего вам не должен. Но вы должны сами себе. Вы должны себе шанс на счастье, шанс на достойную жизнь. И этот шанс начинается не с нового кредита, не с переезда в другую страну и не с выигрыша в лотерею. Он начинается с контроля над собственным языком. Я предлагаю вам заключить со мной пари. Давайте устроим эксперимент. Всего 30 дней. 30 дней без жалоб, без этих 3 ядовитых фраз. Каждый раз, когда вам захочется сказать «денег нет», прикусите язык и скажите «я найду возможность». Каждый раз, когда захочется сказать «мне не везет», остановитесь и скажите «какой урок я могу из этого извлечь». Каждый раз, когда захочется упрекнуть близкого, замолчите и вместо этого скажите ему что-то хорошее или просто обнимите. Это будет трудно. Первые дни вас будет ломать. Как наркомана. Ваш мозг будет бунтовать. Но если вы выдержите... О, если вы выдержите, через 30 дней вы посмотрите в зеркало и не узнаете человека, которого там увидите. Это будет человек с горящими глазами. Человек, к которому тянутся люди. Человек, которому сами идут в руки возможности. Человек, в доме которого царит мир и покой. Начните прямо сегодня. Не с понедельника, не с Нового года. Сейчас. Сделайте первый шаг. Прямо сейчас, после того, когда смотрите это видео, подойдите к самому близкому человеку и скажите ему, как сильно вы его любите и цените. Без всякого повода. Просто так. И вы увидите, как маленькое семя доброго слова даст свой первый волшебный росток. Мои дорогие, я поделился с вами самым сокровенным, что у меня есть. Мудростью, за которую я заплатил годами ошибок и лишений. Я отдал ее вам от чистого сердца, потому что вижу в каждом из вас огромный потенциал. Потенциал для счастья, богатства и любви. Если эти слова коснулись вашего сердца, если вы почувствовали, что в них есть правда, значит, мы с вами встретились не случайно. Значит, вы были готовы это услышать. Я хочу продолжить наш разговор. В моей старой голове еще много историй и секретов, которыми я готов делиться, о том, как правильно давать и брать в долг, чтобы не потерять ни денег, ни друга, о том, почему еврейские дети с малых лет учатся не тратить, а инвестировать, о том, в чем главный секрет крепкой семьи, которая может пережить любые бури. Чтобы не пропустить эти разговоры, чтобы оставаться на связи, сделайте одну простую вещь. Прямо сейчас нажмите на кнопку «Подписаться» под этим видео и на колокольчик рядом с ней, чтобы вам приходили уведомления. Сделайте это не для меня. Сделайте это для себя. Это будет ваш первый шаг, ваше заявление Вселенной. Я готов меняться. Я готов к новой жизни. А в комментариях напишите, пожалуйста, всего одну фразу. Я принимаю вызов на 30 дней. Пусть это будет ваше публичное обещание. Самому себе и всем нам. Читая комментарии друг друга, мы будем знать, что мы не одни на этом пути. Мы будем поддерживать друг друга. Спасибо, что вы слушали старого Исаака. Я верю в каждого из вас. А в следующий раз мы с вами поговорим о том, почему хвастаться своими успехами — это самый верный способ их лишиться. Есть одна старая поговорка: «Деньги любят тишину». И я расскажу вам, что на самом деле за ней стоит. А пока шалом вам и вашему дому. Пусть он будет полной чашей. И пусть ваши слова отныне строят для вас только счастье. Будьте мудры и будьте здоровы.